Всем привет! Давайте сегодня разложим с вами пасьянс. Давно мы этого с вами не делали. Рассмотрим следующую тему. Что ожидает меня в течение 5-7 дней? Вы можете загадать и до 10 дней. Напоминаю всем, кто еще не подписан на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Итак, проговорите про себя мысленно, что меня ожидает в течение 5-7 дней или тот срок, который вы загадали. Сейчас хорошенько перетасуем и выложим пасьянс. Это старинный цыганский пасьянс. Так, пасьянс готов к выкладке. Поехали. Мы выкладываем по 6 карт в 4 ряда. Давайте сначала выложим, а потом поищем, где у нас есть совпадение. Раньше я делала по-другому. Сначала выискивала, что у нас совпало. Но я так поняла, что сначала нужно выложить, а потом поищем, да? Ради экономии времени. Так у нас будет быстрее. Так, пасьянс выложим. Теперь мы ищем, что у нас совпало. Если вдруг я что-то не заметила, собственно, вы пишите в комментариях. Я объясню вам, что означает эта картинка. Итак, поехали. Так, здесь у нас совпадает весы. Колебаться в каком-то деле, сомневаться. Мы будем смотреть из общей тенденции, какая тематика у нас раскроется. И подкрепим в конце, когда уже соединим все картинки, на колоде Ленорман. Просмотрим, как обычно, было, есть, будет. И совет для вас, как стоит поступать в той или иной ситуации. Смотрим дальше. Здесь у нас 2 сердца со стрелой. Горячая любовь. Классически имеет значение у нас совпадение на картинках, то, что написано. Далее мы будем развивать тему. Смотреть, скажем так, широким взглядом. Так, здесь у нас ничего. Здесь у нас совпадает надежда, подсвечник. Это классическое его значение. И здесь у нас бабочка совпадает. Это деловые отношения. Так, еще раз смотрим, что у нас. Может, что-то пропустили. Вроде бы все. Теперь давайте смотреть горизонтали и вертикали. Они также имеют значение. Могут совпадать верхняя с нижней или боковушки. Прошу заметить, по боковым нашим линиям, по вертикалям здесь у нас есть расческа. Если бы это была повернута расческа, допустим, сюда, я бы соединила. Но у нас здесь фиксация. По классике, если есть фиксация, я не могу ее повернуть. Но мы можем позволить себе, как бы второе правило, внедрить в этот пасьянс. Можно соединить 2 картинки. Так, здесь у нас ничего. Расчески. Это неприятности. Смотрите, почему у нас сложность в соединении вот этой картинки неприятности. Имеется в виду, что кто-то обойдет эти неприятности, а тот, кто зациклился и считает, что нужно соединить, эта неприятность может коснуться вас. Может быть и такая ситуация. Как-то маловато картиночек, я больше не нахожу никаких. Если вы что-то увидите, напишите, пожалуйста, в комментариях, и будем с вами разбирать, что это значит. Так, что у нас сейчас имеется? Колебания в деле и неприятности. Смотрите, у каждого в жизни сейчас определенный этап. Что-то происходит в работе, в личной сфере, там, в учебе. То, на чем вы сейчас очень зациклены и колебаетесь, не знаете, как именно поступить. Смотрите, вы стоите перед выбором. Поступить так или иначе. Допустим, поступить в один вуз или другой, если вы абитуриент или собираетесь получать еще одно образование высшее. Какие еще могут темы проходить по нашим весам, колебаниям? Идти, не идти работать, допустим, на какое-то предприятие. Предлагает вам несколько вакансий, куда бы устроиться на работу. Либо выбор между партнерами деловыми, выбор между партнерами-претендентами в отношения и так далее.
Далее, любая тема, где вы колебаетесь, вы боитесь совершить, поступить неправильно, сделать неправильный выбор. Но вы обойдете эту неприятность. Скорее всего, вот эта карточка нам говорит о том, расческа, да, она не совпадает, или же если у кого-то она совпадает, она коснется частично. Все же вы сделаете правильный выбор, потому что следующая картинка у нас два сердца соединились, да, то, что вам по сердцу, это исполняется, то есть это колебание, это раздорожье, которое вам встречается в решении вашего вопроса на вашем пути, вы делаете правильный выбор. Вы правильно ступаете, поступаете, решаете этот вопрос. И в результате достигаете как бы внутренней гармонии, когда вам любо-дорого тот результат, к чему вы пришли, чего достигли, да, вам понравится этот результат. Здесь надежда, да, на что-то вы какие-то питаете надежды, а тут в чем-то сомневаетесь, да, а тут уже у вас появляется надежда на то, что у вас будет успех. И деловые отношения. Скорее всего, речь идет об учебе, о поступлении, о решении каких-то финансовых вопросов, документации, получении, там, оформлении визы. Любые вопросы, относящиеся к делам государственной важности, к казенным делам, к работе, к учебе, к получению документов. Выдвигаете свою кандидатуру куда-то, да, на поступление, допустим. Вы ищете работу. Чего бы ни касалось, здесь вас ожидает успех. Значит, деловое партнерство, все у вас получается. Если вдруг, да, у нас тут сердечки, тема идет в отношении отношений личного характера. Если тут тематика адюльтер, выбрать, не выбрать одного партнера из двух, либо кто-то стоит на выборе между несколькими вариантами, но крутит отношения одновременно и с одним человеком, и с другим, либо на выборе, еще не знает, кого выбрать. По итогу вы выбираете того человека, который вам приходится по сердцу, с которым у вас отношения сложатся. И все по надежде у вас по этой картинке складывается благополучно. Плюс здесь имеется в виду, что ваши отношения складываются, они имеют перспективу на долгосрочное существование этих отношений, скажем так. У вас все получится. Давайте теперь выложим. Как обычно я раньше делала, давно я не выкладывала таких пасьянцев. Значит, у нас идет следующее. Вот та тема, которая вас беспокоит, да? Сейчас задайте этот вопрос. Как решится этот вопрос для вас? Что необходимо для этого сделать, предпринять, какие шаги? Вот смотрите, уже карты вываливаются. Документы вы получаете. Возможно, может быть, дольше, чем предполагали, в течение месяца. Либо это просто ваши надежды, да, на получение документов, визы, оформление каких-то вот повесток, документация, получение печати, одобрение какого-то начальства, госслужащих. У вас этот вопрос получается решить. И здесь идет еще такая тематика, когда к вам приезжают, прилетают там из-за границы гости, либо вы куда-то собираетесь. И вас туда зовут, и у вас получается решить этот вопрос. Теперь смотрим. Было, есть, будет. И совет для вас. Это у нас нумерологический расклад. Итак, было. Девятнадцать. Есть. 14 будет. И теперь нам надо вычислить карту совета. 24. Двадцать четвертая. И вот это было на дне колоды. И вот ваш выбор. И по сердцу. Так, ага. Смотрите, было 19-я карта, башня. Дела, относящиеся к границам какого-то государства, к поездке за границу, в оформлении визы, в оформлении документов. Либо это между городами на больших расстояниях, либо обучение или работа, фрилансер, когда работаем на себя, через интернет. Ну, тут любой вопрос, относящийся к тому, что нужно подкрепить документами, печатью, подписью официально. Может быть, вы обращаетесь
обращаетесь куда-то в суд, подаете резюме на то, чтобы получить какую-то должность по поводу работы, ищете вакансию, хотите устроиться на работу. Любой вопрос, относящийся к государственным каким-то делам относительно документов, это было. Вы приняли решение, начали двигаться к этому вопросу. Здесь есть 14-я карта, говорит о том, что у вас есть все задатки, у вас есть все знания, все документы необходимы для того, чтобы решить этот вопрос. На данный момент вы этим занимаетесь. Все в ваших руках и под силу вам. Как говорится, дорогу осилит идущий. Просто идите, действуйте, и вы добьетесь этого. О чем нам и говорит 27-я карта, письмо. Это документы, это получение необходимой информации, печатей, важных каких-то бумаг, паспорта, визы, билеты, знания, которые оформляются через получение аттестата, сдача дипломной работы. Вот это все у вас получается. Оформление, да, получение печати, да, все у вас получается. И тут у нас деловые отношения шли, помните, бабочка? Здесь совет. Эта карта в данном случае имеет значение положительное. Несет такую интересную в себе информацию лично для вас. Смотрите, чтобы получить то, что вы хотите, а это вы хотите получить, необходимо действовать так. Включите здоровый эгоизм и действуйте только во благо себе. Не слушайте никого. Действуйте как выгодно вам. О чем говорит ваше эго, что подсказывает вам именно ваше чутье, ваше нутро, ваше шестое чувство. Так, как именно вам нужно. Потому что если вы будете слушать всех и вся, то вы можете упустить какие-то важные моменты в решении этого вопроса. Что-то недополучить, какая-то будет ошибка в документе, либо не хватит финансов для решения вопроса, что-то где-то потеряется. Необходимо будет потом это искать, подключать свои связи. Но, как бы тут ни было, вопрос решите. На дне у нас шла книга. В связке идут далее карты, которые говорят о следующем. У вас ситуация уникальна тем, что как бы вы ни двигались, каким бы путем ни пошли, вы все равно решите этот вопрос. Даже если те документы какие-то потеряются, не будет хватать какой-то печати. Допустим, что-то вы упустите, как бы ни случилось. На вашей стороне фортуна. Благоволит вам удача. Вы на гребне волны. Что вам еще сказать? Вы решите этот вопрос максимально так, только как выгодно вам, максимально выгодно. Вы остаетесь в выигрыше. Смотрите, это полная победа, и вы занимаете лидирующую позицию. Вы занимаете наивысшую ступень пьедестала в том вопросе, который вы будете решать. Первое место будет вам. Хотите получить какую-то вакансию, устроиться на работу, вам будет предоставлена такая возможность. Но по крысам, пожалуйста, не упустите этот шанс. Воспользуйтесь. Вы не представляете, насколько вы будете счастливы, какие горизонты откроются перед вами и пути развития этого вопроса. Но кирпичики сейчас они закладываются вами того вопроса, а далее вас ждет поразительный успех. Благодарю, мои дорогие, что вы зашли на этот расклад пасьянс. Заходите на следующие. Я посмотрю по этому пасьянсу, насколько будет резонанс, да, как вы поставите лайки. Напишите мне в комментариях, как у вас это отыгралось. По прошествии определенного времени напишите, пожалуйста, что у вас сбылось, что не сбылось. Может быть, внесите какие-то корректировки, вправки, что бы вы еще хотели в подобных пасьянсах рассматривать. Я посмотрю на ваши отклики. Отсюда я сделаю вывод. Понравилось ли вам это видео? Благодарю, что вы зашли. С вами была Марго. До скорой встречи.